Всем привет! В этом видеоуроке мы будем вязать вот такую сумку. Она достаточно простая, вяжется спицами, но крючок мы здесь тоже будем использовать. С помощью крючка мы будем петли набирать и закрывать. Для ее вязания нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи стандартной ширины, спицы 8 мм, крючок также 8 мм, игла для трикотажной пряжи и ножницы. Начнем с того, что наберем крючком воздушные петли. Их нужно будет набрать 29. Как обычно мы это делаем с помощью крючка. Делаем первую петлю и набираем 29 воздушных петель. Набираем не туго, не затягивая, достаточно свободно. Набрали. Теперь крючок убираем. И эти все петли нам нужно будет сейчас перенести на спицу. Идем в начало нашей косички. Вот у нас косичка с одной стороны, а с другой стороны от косички, если ее перевернуть, мы видим вот такие вот перемычки. И вот за эти перемычки мы сейчас должны эту косичку нанизать на спицу. Снизу вверх заводим спицу под первую перемычку. Дальше видим вторую перемычку и таким же образом снизу вверх надеваем ее на спицу. И так проделываем со всеми перемычками. Обязательно посчитайте потом петли после того, как вы их все наденете на спицу. Их должно быть ровно 29 петель. Конечно, если вам нужна будет сумочка большего размера, вы наберете изначально больше петель. Для меньшего размера набираем меньше петель. Итак, давайте посчитаем, сколько у нас получилось петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. И последнюю петельку делаем вот так вот. Распускаем ее. И надеваем на спицу. Вот у нас на спице сейчас 29 петель. Дальше начинаем вязать лицевой гладью. То есть провязываем один ряд лицевой, переворачиваем, и второй ряд провязываем изнаночный. И так чередуем. Первую петлю буду снимать всегда лицевой. Рабочая нить заводится вот таким образом назад. Снимаю ее лицевой, и все остальные петли также провязываю лицевыми. Лицевые петли во всех рядах провязываю за заднюю стенку, кроме последней петли. Последнюю петлю во всех рядах, и в лицевом, и в изнаночном, нужно будет провязывать лицевой всегда за переднюю стенку. Это нам нужно будет для того, чтобы сформировать красивый край.
тот, который нам нужен. Он будет такой узелковый, не косичкой, как обычно бывает, а узелковый. И последнюю петлю лицевой за переднюю стенку. Все, первый ряд мы закончили. Переворачиваем наше вязание и начинаем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем вязать изнаночными петлями, так как вяжем сумку лицевой гладью. Первую петлю снимаем, как я уже показывала, вот таким образом. Рабочую нить заводим назад и снимаем ее лицевой. И начинаем провязывать изнаночные петли. И последнюю петлю лицевой за переднюю стенку. Провязали второй ряд. Вот видите, с этой стороны у нас лицевые будут только петельки, с этой стороны изнаночные. Третий ряд снова вяжем лицевыми, снимаем петлю лицевой за переднюю стенку и все петли провязываем лицевыми за заднюю. Это у нас уже будет третий ряд. Четвертый ряд вяжем как второй. Все изнаночные, кроме последней. Последняя лицевой за переднюю стенку. И таким образом нам нужно будет провязать всего 33 ряда. То есть вот сейчас мы с вами 3 провяжем. И останется нам провязать еще 30 рядов. То есть все нечетные ряды у нас лицевые, все четные ряды изнаночные. Закончим мы на 33 на лицевом ряду. Советую использовать счетчик рядов, либо специальный, который на пальчик надевается, либо в телефоне, чтобы не спутаться. Я, например, всегда путаюсь, поэтому использую счетчик рядов в телефоне. Итак, провязали последнюю петлю лицевой за переднюю стенку и закончили тем самым третий ряд. Четвертый ряд у нас будет изнаночный и так далее. Здесь ничего сложного. Давайте провяжем еще 30 рядов. В общей сложности 33 у нас должно получиться. И встретимся. Итак, я провязала 33 ряда. И сейчас мы начнем формировать ручки. Дальше мы будем вязать уже платочной вязкой. Платочная вязка — это когда все петли во всех рядах мы вяжем лицевыми. Итак, для начала нам нужно провязать здесь 10 петель вместе с первой снятой. Считаем: 1, 2, 3, вяжем лицевыми, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Оставляем пока. Дальше берем крючок. И сейчас будем закрывать петли. Закрыть нам нужно будет следующие 9 петель. Первую петлю снимаем. Вторую петлю провязываем и пропускаем через первую. Это можно делать также и спицами,
Но мне удобнее делать это крючком. Провязали лицевой, пропустили через петлю на крючке. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закрыли 9 петель. И давайте себя проверим. Здесь у нас должно остаться 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10-я у нас петля на крючке. Мы ее переносим на правую спицу. Она у нас провязанная уже. И довязываем 9 оставшихся петель с левой спицы. Провязываем их лицевыми. Вот так у вас должно получиться. Здесь у нас уже формируется ручка. Дальше переворачиваем наше вязание. И снова будем вязать второй ряд ручек лицевыми петлями. Первую петлю снимаем и вяжем. Провязали. Теперь нам нужно будет петли набрать. Набираем также 9 петель. Набираем таким образом. Набирать петли будем с помощью спицы. Эту ниточку берем в руку, делаем вот такую вот петельку, затем ее переворачиваем и надеваем на спицу. Затягиваем. Снова петельку переворачиваем и надеваем на спицу. Затягиваем. И таким образом мы должны набрать 9 петель. Проверим себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали. И продолжаем провязывать петли с левой спицы. Закончили второй ряд ручек. Снова переворачиваем вязание. Будем вязать третий ряд. Первую петлю снимаем и все последующие провязываем лицевыми.
Закончили третий ряд ручек. И теперь мы должны провязать еще 2 ряда. И будем закрывать уже нашу первую сторону сумочки. Провязали еще 2 ряда. И сейчас будем петли закрывать. Закрывать будем с помощью крючка. И будем провязывать изнаночные петли. Первую петлю снимаем. Вторую провязываем изнаночный и пропускаем через первую. Изнаночный и пропускаем. И так далее. Проделываем это со всеми петлями до конца. Опять же повторюсь, те же самые действия можно проделать спицей. Но мне удобнее это делать крючком. И последнюю петельку провязываем лицевой. Пропускаем через петлю и вытягиваем нитку. Теперь нам нужно отмерить длинный конец пряжи примерно 3 метра. Отрезаем и вот эту последнюю петельку вытягиваем, просто нитку вытягиваем из нее. Все, первую часть сумки мы закончили. Если вы заметили, то на той сумке, которую я вам показывала, посмотрите, здесь вот эта вот часть, она шире, чем на сумке, которую я сейчас с вами вязала. Я это сделала намеренно, потому что мне показалось, что я связала изначально немного широковато. Если вам нравится такой вариант, то вы здесь просто добавляете еще 2 ряда, а все остальное делаете так же. Теперь нам нужно связать в точности такую же вторую часть. Все абсолютно то же самое. Единственное отличие будет в том, что мы не будем оставлять длинный конец. Там мы оставим просто короткую нитку, которую впоследствии спрячем. А с помощью вот этого длинного конца мы будем потом наши 2 половинки сумки сшивать. И для ее вязания я советую взять уже новый моток, потому что от предыдущего моточка у нас остался вот такой вот клубок, и его явно не хватит для того, чтобы связать еще одну половинку сумки. Все, давайте свяжем сейчас еще одну половинку, вторую, и встретимся, будем нашу сумочку сшивать. Итак, у меня готова вторая сторона сумки. Хвостик я отрезаю покороче на этой половинке. И так же, как на первой половинке, просто вытягиваю петельку через последнюю петлю. Вот такие 2 заготовки у вас должны получиться. Теперь, вот они у нас такие скрученные получаются. Мы должны будем для них провести ВТО. Или, попросту говоря, мы их должны отпарить. Как это делаем? Сверху на заготовку кладем ткань. Если у вас обычный утюг, кладете влажную ткань и на максимальной мощности проглаживаете эту заготовку с обеих сторон, выпрямляя ее и руками придавая нужную форму. Если у вас утюг с паром, накрываете заготовку сухой тканью и таким же образом на максимальной температуре отпариваете всю заготовку с обеих сторон. Дальше ее нужно будет просушить в расправленном виде до состояния полного высыхания. И только после этого мы будем наши заготовки сшивать.
Но перед тем, как отпаривать наши заготовочки, мы должны спрятать хвостики. Легче всего это делать с помощью иглы и вот в этом месте, там, где у нас будет проходить шов. Когда мы вяжем спицами сумку, вязка получается достаточно рыхлая, и я рекомендую все-таки, когда вы пропустите хвостик через несколько петелек, в конце его обязательно закрепить. Например, пришить нитками просто в тон пряжи. Вот таким образом мы должны сейчас с вами спрятать абсолютно все хвостики, кроме самого длинного, с помощью которого, как я уже говорила, мы будем нашу сумку сшивать. Здесь точно так же. Прячем его в наш шов. Потом эти хвостики я отрежу и подошью нитками. И то же самое сделаем на нашей первой заготовке, которую мы вязали самый первый. И спрятав этот кончик, пойдем наши заготовочки отпаривать. Все. Отрезаем, подшиваем, отпариваем и встречаемся, будем уже нашу сумку сшивать. И вот они готовы, две заготовки, ровные, аккуратные, я их отпарила. И сейчас нам нужно будет их друг с другом сшить. Сшивать мы будем с помощью иглы для трикотажной пряжи и оставшегося длинного конца нити. Складываем заготовки изнанкой друг к дружке. Вот таким образом. И начинаем сшивать. Сшивать будем обычным швом. Вперед иголка. Пройдемся сначала в одну сторону, затем в обратную. Вот в эти места, то есть между рядами, мы будем пропускать иглу с одной и с другой стороны. Здесь в самом начале начнем с того, что нитку заведем, иглу заведем под первую петельку. Вот сюда и под первую петельку на другой половинке. Вот так. Дальше с этой стороны ныряем в следующий ряд и здесь выходим также напротив. Абсолютно ничего сложного. С той и с другой стороны у нас будут сейчас получаться вот такие вот стежки через один. Когда мы пойдем в обратную сторону сшивать, мы эти пропуски будем закрывать следующими стежками. Вот у меня вышла нить с этой стороны. Я вхожу в следующий ряд и на другой половинке выхожу тоже напротив. И таким образом шьем всю сумку. Особенно сильно не затягивайте, чтобы у нас сумка по краям не стянулась.
Когда мы с вами вязали заготовки, я вам говорила, что очень важно первую петлю всегда снимать лицевой, оставляя рабочую нить позади, а последнюю в каждом ряду мы провязывали лицевой за переднюю стенку. Я говорила, что это нужно для того, чтобы получить узелковый вот такой вот край. Вот очень интересно он смотрится на этой сумке. Мне так больше нравится, чем если бы здесь была косичка. Сумка достаточно простая и на вид, и в исполнении. Очень хорошо также будет здесь смотреться, например, кожаный ремешок. Если любите носить сумку на плече, то можете приделать сюда еще и ремешок. Хуже не будет. Доходим мы до угла. Здесь все тоже просто. Вот сюда вот в узелок давайте зайдем и узелок на противоположной стороне. И идем дальше уже по нашей нижней стороне сумки. Здесь мы будем вводить иглу под косички с этой и с другой стороны. Все, давайте мы прошьем сейчас сумку до конца. Один раз встретимся, я покажу, как в обратном направлении будем ее сшивать. И вот я дошла до конца. Последний стежок делаем под первые петельки вот этой стороны, да, где у нас открывается сумка. Входим сюда иглой, затем возвращаемся назад, то есть еще раз эти петельки оборачиваем, чтобы у нас здесь все было крепко, и начинаем прошивать сумку в обратном направлении. Вот они видны, наши стежки, которыми мы шили. И теперь мы делаем то же самое в другую сторону. И у нас уже стежки будут подряд. Таких вот пропусков у нас уже не будет, мы их будем закрывать. Вот таким образом прошиваем до конца. На этом наша сумочка уже будет
Почти готово. И вот я дошла до конца. И здесь, так же, как мы делали с другой стороны, вот этой вот ниточкой проходим еще раз в последнюю петельку для того, чтобы закрепить угол вот этот вот таким образом. Все, нам осталось этот хвостик только спрятать на изнанке. Уведу его наизнанку и там потом спрячу и подошью нитками. Все, вот такая вот аккуратненькая сумка у нас получается. Необычная, интересная, но в то же время простая. Давайте измерим сейчас ее размеры, посмотрим, какая она у нас получилась. Так, длина 32 сантиметра, высота примерно 29 сантиметров. И вот что я вам хочу еще показать. Вот эта вот сумка, которую я вязала предыдущую, те же спицы, пряжа того же производителя, вязали те же руки, но посмотрите, насколько она получилась больше. Видите, примерно где-то на 2 сантиметра она получилась шире. По высоте тоже разница ощутимая. Но здесь мы еще не довязали один ряд, как вы помните. Но все равно, даже если этот один ряд убрать, на один ряд примерно разница есть. Все дело в том, что даже у одного и того же производителя пряжа разных цветов идет разная по толщине. Пожалуйста, обращайте на это внимание. И если у вас получится немного другие размеры, не пугайтесь. Скорее всего, вы все сделали правильно. Просто пряжа у вас чуть тоньше или чуть толще. На этом мой видеоурок по квадратной сумке закончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!